Привет! Ты снова на канале IT User Help. В этом видео я хотел бы рассказать об калькуляторе, который установлен в операционную систему Windows, который встроен в нее. Хотел бы рассказать о дополнительных его функциях. Многие люди не знают даже, что калькулятор встроен в их операционную систему и пытаются скачать калькулятор в виде стороннего приложения либо программы, а другие люди знают, что есть калькулятор, но думают, что его функционал ограничен складыванием и вычитанием двух чисел, либо просто какими-то арифметическими действиями простыми. На самом деле калькулятор имеет несколько расширенные функции, чем просто складывание и вычитание, либо какие-то другие арифметические действия с числами, а есть еще и некоторые другие функции, о которых мы сегодня поговорим. Итак, прежде чем говорить о этих функциях, нам нужно открыть калькулятор, найти его на нашем компьютере. Для этого нужно перейти в поиск, строку поиска в твоей операционной системе. Если у тебя Windows 7, то эта строка находится в кнопке «Пуск», нажимаем «Пуск», здесь будет строка поиска. Если 10 Windows и выше, то строка поиска будет вот здесь. Итак, нашли строку поиска, далее вводим русскими символами калькулятор. Калькулятор ввели, у вас найдется приложение «Калькулятор». Вы его берете и переносите на рабочий стол, создаете ярлык на рабочий стол в случае, если вы планируете им пользоваться довольно часто. У меня уже создан, поэтому я не буду создавать. В вашем случае берете и создаете вот таким образом. Еще вопрос такой: если все-таки калькулятор не нашелся, когда вы ввели слово калькулятор, то можете ввести либо английскими символами калькулятор, либо просто calc. Как видите, у меня CALC. Вводите, и вот так будет выглядеть ваш калькулятор. Либо другой вариант: если ничего из этого не работает и вы не можете найти калькулятор в вашей операционной системе Windows 7, либо Windows 8, либо 10, тогда перейдите в компьютер, диск, на котором установлена у вас операционная система, папка Windows, далее System32 папка, заходите в нее и далее ищите на букву C английскую Calc, приложение calc.exe. Вот, calc.exe. Два раза нажимаете, запустили наш калькулятор. Все, с этим определились, запустили. Итак, какие функции у нас имеются помимо обычных арифметических действий? Нажимаем вид, и далее здесь внизу есть такая функция, как преобразование единиц. Нажимаем и видим, что у нас открылся конвертер единиц. То есть мы можем разные типы единиц переводить в другие типы. Например, мы можем длина из дюймов, что чаще всего используется, в сантиметры. К примеру, у нас что-то имеет длину 5 дюймов, в сантиметрах мы сразу узнаем, что это 12,7. Либо еще довольно популярное и часто использование — это давление атмосферы, бары и паскали, что тоже довольно часто люди используют. Еще какие функции есть? Нажимаем вид. Далее функция вычисления даты. Нажимаем, и эта функция позволяет нам вычислить интервал между двумя датами. К примеру, сегодня такое число, нам нужно любое другое число, выбираем, и нажимая кнопку «Вычислить», мы получим, сколько дней пройдет с этого числа по это число. И видим, что это 12 дней, либо 1 неделя и 5 дней. Также можем раскрыть и
выбрать пункт добавления или вычитания дней для указанной даты. Выбираем. К примеру, у нас сегодня. Нам нужно добавить сколько? К примеру, 14 дней вы пошли в отпуск. Добавляете 14 дней. Нажимаем вычислить. И 12 ноября пройдет 14 дней со дня, который выбран здесь. С этим понятно. Еще какие функции есть у нас. Нажимаем вид. Далее листы. И здесь еще есть 4 вкладки, с помощью которых можно делать некоторые расчеты. Например, экономия топлива. Можем посчитать разные параметры. Здесь есть 3 параметра. К примеру, мы потратили... К примеру, мы проехали на море 1200 километров. Расход литра у нас, расход бензина или топлива другого горючего в нашем автомобиле либо транспортном средстве, допустим, 6.7. Вычислить вот столько литров горючего нам потребуется для преодоления этого расстояния. Умножаем это число на стоимость топлива и получим сумму, которую мы затратили в нашей валюте, которую мы рассчитывали. Также можно посчитать другие параметры. Предположим, мы потратили 35 литров. Расход у нас был, к примеру, 6 литров. Нажимаем вычислить. Вот такое расстояние мы проедем на 35 литрах при расходе 6 литров. Соответственно, меняете, подставляете свои значения и вычисляете свои данные. Или, предположим, мы проехали 1000 километров. Потратили на это 70 литров. Расход у нас составил 7 литров. Так, с этим понятно. И также есть еще в этом же пункте листы. Такой параметр, как ипотека, к примеру. Можем рассчитать, к примеру, ежемесячный платеж, первоначальный платеж, срок, цена покупки и так далее. Предположим, у нас цена покупки 1,5 миллиона, первоначальный платеж 500 тысяч, срок 7 лет, процентная ставка 10. Вот такой ежемесячный платеж будет. Ну и также подставляйте свои данные и можете выбирать другие варианты вычисления. Чтобы скрыть это окно, если нам нужен просто калькулятор, то нажимаем также в этом пункте, выбираем обычный. Также можно выбрать более расширенный калькулятор, который называется инженерный, также через вид инженерный, где есть дополнительные функции типа синусов, косинусов и прочие параметры. На этом у меня все. Если видео было полезным, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарий. Всем пока!